Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, где же, все игроки в Elite Dangerous. А обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь поехали. Ну давайте-ка разберемся сначала с таким моментом, как онлайн. Онлайн у этой игры очень сильно упал после того, как Фронтиры выпустили великое дополнение Одиссея. Много людей были расстроены в плане оптимизации того, что происходит, вылетов, багов, того, как эта игра жрет ваше железо, какое у вас железо, лаги были повсюду и повсеместно. Хоть у вас там было 3090, был просто кошмар. Особенно в самом начале, в мае 2021 года, когда все это дело только вышло. Люди очень сильно расстроились. Конечно, это не относится к версии для ПК, но все же. Разработка Одиссеи для консолей была закрыта полностью. Видимо, PlayStation 5 и Xbox Series X не могли тянуть этот великий шедевр кода. Таким образом, люди, которые играли в консоли, скорее всего, уже не играют в эту игру. А если играют, то играют лишь в версию Legacy, то есть 3.8. Но может быть, они перенесли свои аккаунты на ПК-версию игры. Но как перенесли? Сделали просто-напросто им копию. Такая возможность, по крайней мере, была. И может быть, даже есть до сих пор. Давненько это дело не проверял. Не, ну касательно оптимизации, игра, конечно, стала лучше за все это время, но, как вы видите, лесенки. И еще раз лесенки. Игра, на секундочку, в 2К, суперсэплинг выкручен на 1,5, и они все равно есть. Много недочетов у этого проекта имеется. Но это еще не все. Фронтиры сделали кое-что очень интересное, что, так сказать, раскидало игроков в разные места. У нас есть на ПК, по крайней мере, целых 3 версии игры. Elite Dangerous Одиссея в версии Live, Elite Dangerous Горизонты в версии Live и Elite Dangerous Legacy, то есть те самые горизонты, которые были до этого в версии 3.8. Уже 3 места, где могут находиться различные игроки, то есть уже комьюнити распылено по этим 3 местам. Но это еще не все. У нас есть 3 режима еще игры. Открытая, приваточка и соло. Для каждой из версий игр. Одиссея Live, Горизонты Live, Горизонты 3.8 Legacy. То есть уже как бы 9 мест, где могут находиться игроки. Плюс еще консоли, которые также имеют соло, приватку и open. То есть комьюнити, и то, которое маленькое, было раскидано в 12 разных мест. Вот перед вами статистика количества онлайна в этой прекрасной игре. И как вы видите, максимальный пик был как раз таки в мае 2021 года, когда вышла в релиз Одиссея. И все потом просто падало и еще раз падало. И видите, какой максимальный пик онлайна у этой игры. Давайте-ка мы сейчас вспомним такую игру, как EVE Online, которой 20 лет. Да, конечно, в эту игру еще можно играть через Epic Game, там статистику не посмотреть, ну или посмотреть, я не знаю как. Можно еще играть в эту игру с помощью просто скачивания лаунчера с форума Фронтиров, но как бы нам даже достаточно той статистики, которая видна в Steam, то что люди покидают данный проект. Ну или просто не играют в него по причине того, что тут ничего не происходит за целый год, у нас только торгоиды. Мне кажется, друзья, дальше будет хуже. Но есть надежда на 16-е обновление, которое будет в августе, либо тот самый волшебный Key Future Overhaul, с которым нас, так сказать, кинули на прогиб, потому что он должен был выйти в начале 23-го года, ну, плановая переработка всего, но это дело перенесено у нас на конец 23-го года, и нам ничего даже не говорится по этому поводу, но зато краски крутятся, а арексы мутятся. Ну, нормально, так и живем. Если вам так сильно нужна компания, чтобы играть в данную игру, то, пожалуйста, мой Discord канал, мой Telegram канал в описании. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, социальные сети, плейлисты и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет. А он будет, мы будем бить злостных гункеров. Всех обнял, до встречи.